Это был чрезвычайно тяжелый год для 91-й летней Стеллы Мендес. Ее муж скончался, и ее здоровье быстро ухудшалось. Стеллу, пострадавшую при падении, пришлось отвезти в ближайшую больницу, где она обнаружила нечто, что потрясло ее саму, врачей и весь мир. Как выяснилось, она была беременна уже 60 лет. 91-летняя Стелла Мендес и ее муж Габриэль жили жизнью, которую многие назвали бы идеальной. Живя в крошечном тихоокеанском городке Лабока на побережье Чили, они были связаны неразрывными узами, которые помогли им прожить в браке 74 года. Хотя эти двое и не жили в роскошном особняке, им всегда удавалось вести скромную жизнь. Работа Габриэля в качестве рыбака гарантировала, что у пары всегда будет еда на столе. Однако в январе 2015 года в жизни Стеллы произойдут серьезные перемены, которые приведут к невероятному открытию. Начало 2015 года оказалось очень тяжелым для Стеллы. Ее 74-летний брак был расторгнут, поскольку однажды она проснулась и обнаружила, что Габриэль тихо скончался в возрасте 91 года. Стелла была всего на год младше, и ей приходилось сталкиваться с повседневными реалиями. Оставаться дома одной и в одиночку вести хозяйство. После того, как она 3/4 века строила жизнь со своей второй половинкой, потеря была неисчислимой. Они пережили слишком много событий, и это включало в себя некоторые воспоминания, о которых лучше забыть. Стелла и Габриэль всегда испытывали угрызение совести из-за того, что не могли завести детей. Причина, по которой Стелла не могла зачать ребенка, оставалась загадкой на протяжении десятилетий. Однако всего за несколько лет до смерти мужа она узнала, что у нее была застарелая опухоль в матке. Возможно, это и было причиной с самого начала. Но вскоре она обнаружила, что опухоль была наименьшей из ее проблем. Через год после смерти Габриэля овдовевшая Стелла, к сожалению, столкнулась с целым рядом медицинских проблем. Она обнаружила, что ее слух начал быстро ухудшаться, а подвижность быстро уменьшилась. В завершение всего у нее развился тяжелый артрит, и после ее 91-го дня рождения ситуация только ухудшилась. Хотя ее организм уже значительно ослабевал, ситуация изменилась, когда Стелла споткнулась и упала, когда ухаживала за своим домом. Она связалась со своей подругой и попросила отвезти ее в больницу. Обеспокоенные падением, врачи хотели сделать Стелле рентген всего тела. Врач знал, что в ее возрасте непозволительно получать серьезные травмы. Именно во время рентгена они обнаружат нечто, что повергнет их в глубокое изумление. Начнем с того, что врачи, которые осматривали Стеллу, думали, что они просто наблюдают то, что уже видели, вторую опухоль. Опухоли не были для нее чем-то новым, поскольку Стелла уже сталкивалась с раком в 1980-х годах. Однако, желая быть уверенным в своих выводах, врач решил сделать повторный рентген. Именно тогда они обнаружили, что сильно ошибались относительно состояния Стеллы. После тщательного анализа своей находки они пришли к выводу, что у Стеллы вообще никогда не было опухоли. То, что она носила в себе, было чем-то гораздо более серьезным, чем просто опухоль. Технически Стелла была беременна. Она носила останки давно умершего плода. Однако самым большим потрясением было то, что они узнали, как долго он находился внутри нее. Изучив плод, врачи смогли прийти к выводу, что она была беременна в течение примерно 60 лет. Эта новость, должно быть, стала для Стеллы шокирующей. Всю свою жизнь они с Габриэлем хотели только одного — вырастить ребенка, который, казалось бы, был лишен этой способности, в то время как все это время ее нерожденный ребенок находился внутри нее более полувека. Реальность ее положения потрясла Стеллу, ее врачей и многих местных жителей в их уголке Чили. Немногие люди когда-либо слышали о таком ужасающем заболевании. И все же, как оказалось, состояние Стеллы не было таким загадочным, как многие могли подумать. Заболевание Стеллы называется литопедион, и оно поражает небольшой процент женщин по всему миру. Сами эти плоды называются литопедионами или каменными младенцами. Эти уникальные образцы являются результатом развития плода, который начинает развиваться вне утробы беременной женщины. Такие виды плодов чрезвычайно опасны как для матери, так и для ребенка. И если вовремя не принять меры, это может привести к гибели обоих. Однако, если плод маленький и неразвитый, он может постепенно всасываться в организм беременной матери. Но в случае со Стеллой этого не произошло. То, что врачи увидели у этой пожилой женщины, было редкостью в современной истории. Плод слишком развит, он не усваивается матерью. Скорее всего, он кальцифицируется в матке.
Обычно люди, у которых обнаруживается камень, просто идут на операцию и удаляют его. К сожалению, врачи решили, что 91-летняя Стелла не сможет пройти такой курс лечения. Маловероятно, что она переживет такую операцию. Хотя новости были обнадеживающими, в конечном счете Стелла сказала, что не возражает, поскольку это напомнило ей о ее покойном муже. С одной стороны, самая заветная мечта Стеллы и ее мужа все это время была у них под носом, и у них никогда не было возможности осознать это вместе. Хотя это само по себе очень трагично, Стелла отказалась от веры, которая часто заставляла ее чувствовать себя ужасно на протяжении большей части ее жизни. Она прожила всю свою жизнь, чувствуя, что стоит немного ниже всех остальных женщин. Стелле пришлось наблюдать, как у ее сестер и подруг появляются дети, в то время как она оставалась бездетной. Это было невероятное открытие, и она не могла просто так вернуться к своей спокойной жизни. Когда новость вышла на международный уровень, люди по всему миру были заинтригованы этой пожилой женщиной и захотели узнать больше о ее истории. Вскоре Стелла оказалась в центре внимания прессы. Газеты поспешили в Чили, чтобы узнать историю пожилой женщины. В то время как большинство ожидало увидеть, как пожилая женщина разрыдается перед лицом такого давления, ее реакция на самом деле была такой, что застала зрителей врасплох. Никто не мог ожидать, что женщина, потерявшая мужа, с которым прожила 74 года, и обнаружившая внутри себя 60-летний плод, будет в хорошем расположении духа. Однако Стелла держалась перед камерами сдержанно и невозмутимо. Она крепко сжимала трость, внимательно смотрела на журналиста и говорила с элегантностью. Несмотря на то, что Стелла пережила ряд трагических событий, она казалась твердой, как камень, и это вызвало у нее очень неожиданный отклик. Стелла пережила трудности, о которых большинство из нас никогда не узнают. Дорогие зрители, а что бы вы чувствовали на месте Стеллы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.